400 тысяч. За 45 минут работы. Это то, что зарабатывает Мерт Рамазан Демир за одну серию сериала. Но знаете, что он ел 10 лет назад? Остатки чужих обедов на съемочной площадке. Этот человек прошел путь от того, кого не замечали даже охранники на входе, до актера, чье имя знают миллионы. Но цена этого успеха. Она шокирует. Разрушенная пара. Публичное унижение от известной актрисы. Драка, которая едва не закончилась судом. И тайна номера 701 – место, где он принял решение, изменившее все. Сегодня вы узнаете правду о Мерте Рамазане Демире. Всю правду. Ту, которую скрывают турецкие СМИ. Оставайтесь до конца, там самое шокирующее откровение о том, что произошло в ту ночь на яхте. 400 тысяч за одну серию. Это более 11 тысяч долларов. За одну серию сериала. В 27 лет. Мерт Рамазан Демир сегодня получает гонорары, о которых большинство актеров могут только мечтать. Но всего 10 лет назад этот парень стоял в массовке, где его даже не замечали камеры. Сегодня его имя гремит не только в Турции. Сериал «Зимородок» посмотрели миллионы зрителей по всему миру. Его проекты на Netflix набирают десятки миллионов часов просмотра. Контракты с крупнейшими брендами исчисляются миллионами. Но за этим блеском скрывается история, которую мало кто знает полностью. История о том, как мальчик из бедной многодетной семьи превратился в одну из самых ярких звезд турецкого кинематографа. История о годах неизвестности, когда он играл роли без единого слова текста. История о скандалах, которые могли разрушить его карьеру. И история о любви, которую он до сих пор пытается скрыть от камер. Что произошло между ним и знаменитой актрисой Нурселин Идис, которая публично назвала его игру преувеличенной? Правда ли, что из-за него распалась пара, и его друг набросился на него с кулаками? И что на самом деле связывает его с партнершей по съемкам Афрой Сарачоглу? Но прежде чем мы дойдем до скандалов и миллионных контрактов, нужно вернуться туда, где все начиналось. В маленькую деревню на побережье Мраморного моря, где родился мальчик, который не знал, что когда-нибудь его имя будет у всех на устах. Деревня Шили. Небольшое поселение в 50 километрах от Стамбула, известное своими пляжами и тихой провинциальной жизнью. Именно здесь, вдали от блеска больших городов и киностудий, родился Мерт Рамазан Демир. Год рождения – 1998. Семья многодетная. Достаток минимальный. В доме, где рос Мерт, не было роскоши. Его родители работали не покладая рук, чтобы прокормить детей. Каждая лира на счету. Каждая покупка – взвешенное решение. Но именно эта бедность, как ни странно, стала его первой школой. Она научила его ценить каждую возможность. Она заложила в нем ту самую целеустремленность, о которой он говорит сегодня. С самого детства Мерт был активным ребенком. Пока другие дети мечтали о новых игрушках, он проводил все свободное время на спортивных площадках. Футбол, баскетбол, бег. Все, что требовало энергии и движения. Он не просто играл, он отдавался этому полностью, с той же страстью, с которой позже будет отдаваться актерскому мастерству. В школьные годы Мерт всерьез рассматривал карьеру профессионального спортсмена. У него были данные. У него была дисциплина. Его тренеры видели в нем потенциал. Казалось, что путь определен: стадионы, команды, спортивная слава. Но где-то глубоко внутри жила другая мечта. Мечта, которая казалась совершенно недостижимой для мальчика из бедной деревенской семьи. Он хотел быть артистом. Откуда пришло это желание, сложно сказать. В семье не было актеров. В деревне не было театра. Телевизор показывал сериалы, но между экраном и реальностью лежала пропасть, которая казалась непреодолимой. И все же эта мечта не отпускала. Она росла с каждым годом, становилась все более настойчивой, требовательной.
Мерт не делился этой мечтой с окружающими. Как можно было говорить вслух о том, чтобы стать актером, когда нужно было думать о хлебе насущном? Когда родители работали до изнеможения, чтобы дать детям хотя бы базовое образование? Эта мечта была его тайной, его личным миром, куда он убегал в мыслях. Спорт продолжал оставаться частью его жизни. Даже сегодня, в 27 лет, будучи звездой экрана, Мерт Рамазан Демир не бросает тренировки. Футбол, баскетбол, бокс, плавание, настольный теннис – все это по-прежнему входит в его еженедельный распорядок. Он следит за питанием с той же дисциплиной, с которой спортсмены готовятся к соревнованиям. Но в 17 лет произошло то, что изменило все. То, что заставило его сделать выбор между безопасным путем спортсмена и рискованной дорогой артиста. В его руки попала книга. Одна единственная пьеса, которая перевернула его представление о том, кем он может стать. 17 лет. Возраст, когда большинство подростков еще не знают, чем будут заниматься в жизни. Возраст экспериментов, сомнений, поиска себя. Для Мерта Рамазана Демира этот возраст стал моментом абсолютной ясности. Он случайно наткнулся на пьесу Уильяма Шекспира «Гамлет». Ни на уроке литературы, ни по заданию учителя, просто взял и прочитал. И что-то внутри него щелкнуло. Принц датский, терзаемый сомнениями, жаждущий справедливости, разрывающийся между местью и моралью. Этот персонаж словно заговорил с ним напрямую. Мерт начал читать монологи вслух. Сначала тихо, для себя. Потом громче. Он пытался примерить на себя эту роль, почувствовать, каково это быть кем-то другим, жить чужой жизнью, чужими эмоциями. И в эти моменты он понял: вот оно. Вот то, чем он хочет заниматься. Не просто играть персонажей, а проживать их судьбы. Позже, в интервью, он скажет, что именно «Гамлет» стал для него судьбоносным произведением. Именно эта пьеса определила выбор профессии. Но в 17 лет понимание того, чего ты хочешь, и возможности этого добиться – это две разные вселенные. У него не было связей в киноиндустрии. Не было денег на актерскую школу. Не было даже представления о том, как люди становятся актерами. В его окружении никто этим не занимался. Это была территория, о которой он знал только по телевизору. Но Мерт обладал качеством, которое оказалось важнее связей и денег железной целеустремленностью. Он принял решение и начал действовать. Разузнал про кастинговые агентства. Нашел информацию о Симис, о одном из агентств, которое занималось подбором актеров для турецких проектов. И зарегистрировался там. Просто пришел и сказал: «Я хочу быть актером». Его не спросили об образовании. Не попросили показать портфолио с предыдущими работами. В массовке всегда нужны люди. Красивое лицо, спортивная фигура уже достаточно, чтобы стоять на заднем плане, изображая гостя на приеме или прохожего на улице. Первые пробы. Мерт признается, что почти ничего не помнит о них. Стресс стер детали из памяти. Но одно чувство осталось с ним навсегда – волнение. То самое дрожание внутри, когда ты стоишь перед камерой, и кто-то оценивает тебя. Когда от одного взгляда, одного слова зависит, получишь ты роль или нет. Это волнение не прошло даже спустя годы. Просто он научился его контролировать, направлять в нужное русло, использовать для создания образа. Но в 17 лет это было чистое, неконтролируемое ощущение: «Я здесь, и я хочу этого больше всего на свете». Ему дали зеленый свет. Начались съемки. Правда, назвать это полноценными ролями было нельзя. Массовка есть массовка. Ты стоишь где-то на заднем плане. Камера скользит мимо тебя. У тебя нет реплик. У тебя часто даже нет имени в титрах. Ты декорация. Живая, но все же декорация. Для многих это становится концом пути. Люди приходят в массовку с мечтами о славе, проводят там несколько месяцев или лет, понимают, что дальше не продвинутся, и уходят.
Возвращаются к обычным профессиям, к стабильности, к предсказуемой жизни. Но Мерт не ушел. Он продолжал приходить на площадку. День за днем. Проект за проектом. Он стоял в толпе статистов и наблюдал. Смотрел, как работают настоящие актеры. Как они готовятся к сцене. Как взаимодействуют с режиссером. Как после дубля разбирают свои ошибки. Он превратил массовку в свою школу. В университет актерского мастерства, где его учителями были звезды турецкого кино. Они даже не знали, что учат его. Они просто делали свою работу, а он впитывал каждую деталь, каждый прием, каждую технику. И однажды его заметили. Не режиссеры, не продюсеры. Один зритель. Просто человек, который смотрел сериал «Великолепный век», масштабный исторический проект, гремевший на всю Турцию. И этот зритель разглядел в массовке знакомое лицо. Написал в интернете: «Смотрите, вот же он, Мерт Рамазан Демир, в толпе». Это была маленькая победа. Крошечная. Его узнали на экране, пусть и без слов. Но для Мерта это стало подтверждением, он на правильном пути. Его лицо запоминается. Его присутствие ощущается. Значит, есть что-то, что выделяет его даже в безликой толпе. А самое главное, за годы в массовке у него появились связи. Знакомство с другими актерами, с ассистентами режиссеров, с людьми из съемочных групп. В киноиндустрии связи иногда значат больше, чем талант. Не потому, что талант не важен, а потому, что таланта много. А вот людей, которые поверят в тебя и дадут шанс, единицы. Но Мерт не только стоял перед камерой. У него была еще одна страсть, о которой мало кто знает. Он хотел понимать кино не только как актер, но и как создатель. И вместе с другом они решились на эксперимент. Они написали сценарий. Короткометражный фильм. Ничего масштабного, просто история, которую им хотелось рассказать. И они не просто написали ее, они сняли. Мерт взял на себя режиссуру. Это было сложно. Мучительно сложно. Одно дело стоять перед камерой, совсем другое стоять за ней и управлять всем процессом. Но этот опыт оказался бесценным. Он понял, как работает кино с другой стороны. Что видит режиссер, когда смотрит на актера? Какие решения принимает оператор? Как монтаж меняет восприятие сцены? Все это сделало его лучшим актером. Потому что теперь он понимал не только свою задачу, но и задачи всей команды. Годы шли. Массовка продолжалась. Иногда казалось, что это никогда не кончится. Что он так и останется безымянным лицом в толпе. Друзья из деревни уже работали, зарабатывали стабильные деньги. Родители, хоть и поддерживали, но волновались, когда же сын найдет нормальную работу. А потом прозвучал звонок. Кастинг. Не массовка. Настоящая роль. С текстом. С именем. С сюжетной линией. Роль Атеша в сериале «Учитель». И это был тот самый момент, когда дверь, в которую он стучал годами, наконец открылась. Когда тебя годами не замечают, а потом вдруг замечают, это особенное чувство. Смесь облегчения, радости и страха. Облегчение, что наконец-то. Радости, что поверили. И страха, а вдруг не справлюсь. Мерт пришел на кастинг в сериал «Учитель» не как звезда, не как известное имя. Он пришел как один из сотен претендентов, каждый из которых хотел получить эту роль. Атеш – персонаж с характером, со своей историей, со своим драматическим путем. Это была возможность показать не просто красивое лицо, а актерское мастерство. Он читал текст перед режиссером. Делал то, чему научился за годы наблюдений на площадке. Вкладывал эмоции, искал глубину персонажа, пытался понять его мотивацию. И что-то в его исполнении зацепило.
Может быть, та самая страсть, с которой он отдавался процессу. Может быть, годы работы в массовке закалили его и дали ту уверенность, которой не хватает начинающим актерам. Ему позвонили. Роль его. На площадке учителя Мерт впервые почувствовал себя настоящим актером. У него был трейлер. У него было расписание съемок его сцен. У него были сцены с другими персонажами, диалоги, эмоциональные моменты. Это был совсем другой уровень. Здесь камера была направлена на него. Здесь его лицо занимало кадр. Здесь его слова имели значение для сюжета. И здесь он встретил ее. Афру Сарачеглу. Она уже была известна на тот момент. У нее за плечами были роли, фанаты, опыт. Когда они впервые встретились на читке сценария, между ними возникло нечто, что сложно описать словами. Профессионалы называют это кемистри, химия между актерами. Когда два человека просто стоят рядом, и экран начинает искрить. Режиссер это заметил. Операторы это заметили. И зрители, когда вышли первые серии, тоже это заметили. Мерт старался изо всех сил. Каждую сцену он репетировал заранее. Перед съемкой он включал классическую музыку «Привычка», которую он пронесет через всю карьеру, и погружался в состояние персонажа. Он не просто играл Атэша. Он становился им на время съемки. После выхода первых серий его страница в социальных сетях начала расти. Медленно, но неуклонно. Сначала сотни подписчиков. Потом тысячи. Люди писали комментарии, делились скриншотами с его сценами, создавали фан-страницы. Для кого-то это может показаться мелочью, но для человека, который провел годы в безвестности, каждый новый подписчик был подтверждением: «Я иду правильно, меня видят, и я что-то значу». Но самое важное происходило не в интернете. Самое важное происходило на съемочной площадке. Мерт работал с опытными актерами, которые играли уже десятки лет. Он наблюдал за их подходом к работе, за тем, как они разбирают сцены с режиссером, как находят нюансы в своих персонажах. Это было продолжение его образования, только теперь он учился не из толпы массовки, а стоя рядом на равных. Афра тоже стала для него учителем, хоть она, возможно, этого и не осознавала. У нее был опыт, которого ему не хватало. Она знала, как работать с камерой, как контролировать эмоции в длинных сценах, как не выгореть во время изнурительных съемочных дней. Они много разговаривали между дублями. О ролях, о кино, о жизни. И где-то в этих разговорах, между репетициями и съемками, между профессиональным и личным, начало зарождаться что-то еще. Что-то, что позже взорвет турецкие таблоиды и станет предметом бесконечных обсуждений. Но пока учитель просто шел в эфир. Рейтинги были хорошими, но не феноменальными. Критики отмечали свежие лица в актерском составе, но особого ажиотажа не было. Это был успех, но не триумф. Мерт Рамазан Демир стал узнаваемым, но еще не стал звездой. Для настоящего взрыва нужна была роль особого калибра. Роль, которая не просто покажет его талант, а взорвет экраны. Роль, после которой его имя будут знать не только в Турции, но и далеко за ее пределами. И такая роль уже ждала его за углом. Сценарий лежал на столе у продюсеров. История о богатом, избалованном, раздражительном молодом человеке по имени Ферит. История, которая называлась «Зимородок». Когда Мерту предложили прочитать сценарий, он еще не знал, что этот проект изменит его жизнь полностью и бесповоротно. Что через год его гонорар вырастет в десятки раз. Что его будут узнавать на улицах не только Стамбула, но и городов, о которых он раньше только слышал. И что его отношения с Афрой, с которой он снова окажется на одной площадке, станут главной интригой не только сериала, но и реальной жизни. Он открыл первую страницу сценария и начал читать про Ферита. Самодовольного, капризного, нарцисса. Полную противоположность себе самому. И именно поэтому идеально интересного. Ферит Корхан. Наследник империи.
человек, который вырос в роскоши и никогда не знал слова «нет». Избалованный, высокомерный, уверенный в своей неотразимости. Персонаж, который мог бы быть просто антигероем, карикатурой на богатых бездельников. Но сценаристы «Зимородка» сделали его сложным, многогранным, человечным под маской надменности. Когда Мерт читал сценарий, он понимал это вызов. Ферит не похож на него. Совсем не похож. Мерт – парень из бедной семьи, который годами пробивался к успеху. Ферит тот, кому все досталось с рождения. Мерт скромен и вежлив по воспоминаниям всех, кто с ним работал. Ферит дерзок и эгоцентричен. Но именно в этой разнице и заключался интерес. Сыграть себя легко. Сыграть свою противоположность – вот настоящая актерская работа. Кастинг прошел успешно. Продюсеры увидели в Мерте именно то, что искали. Внешность подходила идеально, красивый, статный, с тем взглядом, который мог быть одновременно холодным и притягательным. Но главное, они увидели, что он способен нырнуть в персонажа глубоко, не остаться на поверхности. Съемки начались. И с первых же дней Мерт понял, что этот проект будет особенным. Масштаб производства, бюджет, декорации, костюмы – все было на уровень выше, чем в «Учителе». «Зимородок» создавался как флагманский проект, в который вкладывали серьезные деньги и серьезные надежды. Но для Мерта самым важным открытием стало другое его партнерша. Снова Афра Сарачоглу. Они уже работали вместе, уже знали особенности друг друга, уже имели ту самую химию на экране. Для «Зимородка» это было золотом. Их тандем не нужно было создавать с нуля, он уже существовал, проверенный и работающий. Перед каждой съемкой Мерт проводил свой ритуал. Классическая музыка в наушниках. Бетховен, Моцарт, Чайковский. Он закрывал глаза и позволял музыке уносить его из реальности. Из трейлера на площадке, из Стамбула 21 века в мир Ферита Кархана. В мир особняков и яхт, где деньги не проблема, а способ решения любых проблем. И что-то странное начало происходить. Мерт сам признается в интервью, Ферит начал менять его. Не только перед камерой, но и в обычной жизни. Когда он играл сцены, где Ферит капризничал, он ловил себя на том, что в перерывах между дублями продолжает вести себя требовательно. Когда Ферит был раздражительным, Мерт чувствовал эту раздражительность в себе весь съемочный день. «Я становлюсь Феритом на это время», — говорил он журналистам. «Моя манера поведения формируется в соответствии с его настроением. Иногда я веду себя как разбалованный ребенок. Я приспосабливаюсь к нему». Это пугало и восхищало одновременно. Пугало, потому что граница между собой и персонажем начала размываться. Восхищало, потому что значило, он делает это правильно. Он не притворяется Феритом. Он живет им. Первые серии вышли в эфир. И началось то, чего никто не ожидал в таком масштабе. Взрыв. Настоящий взрыв популярности. Рейтинги взлетели с первых же недель. Социальные сети наводнились обсуждениями. Хештеги с названием сериала попадали в топы трендов. Люди не просто смотрели «Зимородок», они жили им, ждали каждую новую серию. Обсуждали каждую сцену. Создавали сотни фан-страниц. И в центре этого урагана оказался Мерт Рамазан Демир. Его Ферит стал иконой. Мемы с его фразами разлетелись по интернету. Его манера говорить и его взгляды, его костюмы – все стало объектом обсуждения и подражания. Количество подписчиков в его социальных сетях росло не по дням, а по часам. Тысячи превращались в десятки тысяч. Десятки тысяч в сотни. Каждая фотография, которую он публиковал, собирала лавину комментариев. Каждое появление на публике превращалось в событие. Но настоящим показателем успеха стали деньги. До «Зимородка» Мерт получал стандартные для начинающего актера гонорары. Достойные, но не выдающиеся. Сериал все изменил.
Когда продюсеры увидели рейтинги, когда поняли, что у них в руках золотая жила, начались переговоры о продлении контракта. И вот тут цифры стали совсем другими. 400 тысяч турецких лир за серию. В переводе на доллары по тогдашнему курсу более 11 тысяч. За одну серию. А в сезоне их десятки. Это были деньги, о которых парень из деревни Шили не мог даже мечтать несколько лет назад. На эти деньги он снял квартиру в Джихангире, одном из самых престижных районов Стамбула. Европейская часть города, узкие улочки с кафе и галереями, вид на Босфор. Здесь живут художники, писатели, успешные люди, которые могут позволить себе быть в центре культурной жизни мегаполиса. Теперь среди них был и Мерт Рамазан Демир. Его жизнь изменилась до неузнаваемости. Раньше он мог спокойно пройти по улице, никто не обращал внимания. Теперь каждый выход превращался в испытание. Люди узнавали, останавливали, просили фото. Кто-то из вежливости, кто-то навязчиво. Приватность стала роскошью, которую все сложнее было себе позволить. Но были и приятные стороны. К нему начали приходить предложения. Не он искал роли, роли искали его. Бренды хотели, чтобы их лицом стал Мерт Рамазан Демир. И одним из первых серьезных контрактов стало сотрудничество с компанией Деймис, крупнейшим производителем соков в Турции. Сумма контракта не разглашалась официально, но инсайдеры говорили о миллионах долларов. Рекламный ролик вышел и сразу набрал миллионы просмотров. Мерт в повседневной одежде, с той самой улыбкой, которая покорила зрителей Зимородка, пил сок и говорил о важности здорового образа жизни. Просто. Естественно. И невероятно эффективно для бренда. На площадке Зимородка атмосфера была особенной. Все понимали, что участвуют в чем-то большим, чем просто очередной сериал. Это был культурный феномен. Съемочная группа работала на износ, график был безумным, иногда по 14-16 часов в день. Но усталость компенсировалась осознанием успеха. Мерт и Афра проводили на площадке больше времени, чем дамы. Они завтракали вместе в перерывах между сценами. Репетировали диалоги. Обсуждали мотивацию персонажей. И где-то между профессиональным взаимодействием и личным общением граница становилась все более размытой. Они начали выкладывать совместные фотографии в социальные сети. Казалось бы, обычное дело, коллеги делятся закулисьем со зрителями. Но люди видели в этих фотографиях больше. Взгляды. Улыбки. Близость, которая читалась даже через экран телефона. Фанаты начали строить теории. Форумы наполнились обсуждениями. Они просто друзья или между ними что-то есть? Каждый жест анализировался. Каждое слово в интервью разбиралось на цитаты. Кто-то говорил, что это просто хорошая актерская игра и продвижение сериала. Кто-то был уверен, здесь больше, чем работа. Но была одна проблема. Большая проблема, которая превратила интерес публики в настоящую драму. Афра Сарачоглу не была свободна. У нее были отношения. Серьезные отношения с актером Муратом Езыджиоглу. Они были парой, о которой знала вся Турция. Красивые, успешные, казалось бы, идеальные друг для друга. И когда начали появляться слухи о близости между Мертом и Афрой, медиа взорвались. Желтая пресса, которая в Турции не менее агрессивна, чем где бы то ни было, набросилась на историю как акула на кров. Заголовки пестрели намеками. Фотографии Мерта и Афры публиковались рядом с фотографиями Афры и Мурата. Мурат хранил молчание. По крайней мере, публично. Но в кругах киноиндустрии начали ходить слухи о его гневе. О том, как он воспринял внимание, которое Мерт оказывал его девушке. О том, что он считал поведение молодого актера неуважительным. Афра пыталась гасить скандал. В интервью она говорила, что с Муратом у них все хорошо. Что Мерт просто коллега и друг. Что люди слишком много читают между строк. Но ее слова мало кого убеждали.
потому что факты говорили об обратном. А факты были такими: время, которое она проводила с Мёртом, постоянно росло. Совместные фотографии продолжали появляться. И самое главное, та самая химия между ними на экране была настолько реальной, что не верить в ее существование вне экрана было просто невозможно. Первый сезон «Зимородка» завершился на пике популярности. Финальная серия собрала рекордные рейтинги. Продюсеры немедленно объявили о втором сезоне. Контракт с Мёртом был продлен на еще более выгодных условиях. Его гонорар вырос. Его слава достигла пика. Но параллельно с профессиональным триумфом разворачивалась личная драма. Потому что в жизнь Мирта Рамазана Демира вмешались люди, которым не понравилось, как он вел себя с Афрой. И один из этих людей был готов защищать честь своего друга Мурата не словами, а кулаками. Но прежде чем дело дошло до физического противостояния, Мирту предстояло столкнуться с атакой совсем с другой стороны. Словесной. Публичной. И от человека, которого в Турции знали все. Нурселин Идис. Легенда турецкого кино. Актриса с многолетней карьерой, десятками ролей и армией поклонников. Женщина, чье мнение имело вес в индустрии. Когда она говорила что-то о турецком кинематографе, все слушали. И вот она решила высказаться о Мерте Рамазане Демире. Это произошло в ток-шоу на одном из центральных каналов. Ведущий спросил Нурселин о новых лицах в турецком кино, о молодых актерах, которые сейчас на слуху. Разговор неизбежно перешел на «Зимородок» и его звезду. Нурселин не стала дипломатичной. Она сказала прямо: не считает Мирта Рамазана Демира хорошим актером. По ее мнению, его талант и актерскую игру преувеличили до абсурда. «Это просто вызывает раздражение», — добавила она. «У меня в том числе». Слова прозвучали в эфире. И через несколько часов интернет взорвался. Фанаты Мирта восприняли это как личное оскорбление. Комментарии под постами Нурселин наполнились гневом. Ее обвиняли в зависти. Говорили, что она просто не может смириться с тем, что новое поколение актеров затмевает старое. Что она пытается принизить чужой успех, потому что сама уже не на пике карьеры. Защитники Нурселин парировали: она имеет право на свое мнение, она профессионал с огромным опытом, и если она видит недостатки в игре, значит, они есть. Может быть, молодым фанатам стоит прислушаться к словам человека, который снимался в кино еще до их рождения. Дискуссия разделила турецкое общество на два лагеря. Одни считали критику Нурселин обоснованной. Мерт действительно молод, у него нет того багажа опыта, который есть у актеров старшего поколения. Его популярность во многом построена на внешности и удачной роли, а не на многолетнем труде и разнообразии образов. Другие видели в ее словах банальную зависть. Мерт в свои 25 лет достиг того, чего многие актеры не достигают за всю жизнь. Он стал звездой международного уровня. Его проекты смотрят миллионы. Неудивительно, что это вызывает раздражение у тех, кто остался в тени. Сам Мерт на критику не отреагировал публично. Никаких гневных постов в социальных сетях. Никаких ответных интервью. Он просто продолжал работать. Приходил на площадку, играл свои сцены, уходил домой. Профессионализм или нежелание раздувать скандал сложно сказать. Но его молчание было красноречивее любых слов. Те, кто работал с Мёртом, встали на его защиту. Режиссеры «Зимородка» в интервью подчеркивали его отдачу, его готовность работать над ролью, его уважение к процессу. Коллеги по съемочной площадке говорили о его вежливости и скромности, о том, что слава его не испортила. А Мерт, между тем, продолжал доказывать свою универсальность как актера. Потому что параллельно с «Зимородком» он успел поработать над проектами совсем другого формата. Для любого актера работа с Netflix – это знак качества. Это выход на мировую арену. Это возможность, чтобы тебя увидели не только в родной стране, но и в Бразилии, в Японии, в США, в любой точке планеты, где есть интернет и подписка на платформу.
Мерт Рамазан Демир получил эту возможность дважды. И оба раза доказал, что способен на большее, чем просто играть избалованного богача в турецком сериале. Первым проектом стал фильм «Нло». Премьера состоялась 23 февраля 2022 года. Молодежная комедия, легкая, динамичная, совсем не похожая на драматический зимородок. Мерт сыграл эссе дерзкого мотогонщика из самой обычной семьи. Это была возможность показать другую сторону своего таланта. Не драма, а комедия. Не богатство, а обычная жизнь. Не костюмы тройки, а кожаные куртки и мотоциклы. Эссе был прямой противоположностью Феррита, и именно в этом заключался интерес. Работа над фильмом отличалась от работы над сериалом. В сериале у тебя есть время развивать персонажа, раскрывать его постепенно, от серии к серии. В кино нужно вместить всю эмоциональную дугу в 1,5–2 часа. Это требует другого подхода, другой концентрации, другого ритма. Мерт справился. Критики отмечали его естественность в роли и его способность быть убедительным в комедийных сценах. Фильм собрал хорошие просмотры на платформе, что открыло дверь для следующего проекта. И этот следующий проект оказался намного масштабнее. Шахмаран. Название отсылает к древней турецкой легенде о женщине, которая могла принимать облик змеи. Мистика, фэнтези, визуальные эффекты — жанр, в котором турецкое кино не так часто работает. Netflix решил рискнуть и создать сериал на основе этой легенды. А для главной мужской роли выбрали Мерта Рамазана Демира. Когда ему предложили сценарий, он был в восторге. «Я очень рад быть частью этой истории», — говорил он в интервью перед премьерой. «Мы работали с замечательной командой. Все было замечательно. Съемки проходили в особых условиях. Декорации, имитирующие древние пещеры. Работа с зеленым экраном для сцен, где позже добавят компьютерную графику. Это был новый опыт, требующий совсем другой техники актерской игры. Когда снимаешь обычную драму, ты взаимодействуешь с реальными декорациями, с реальными партнерами. Здесь половину времени приходилось играть с воображаемыми объектами, доверяя, что в монтаже все сложится правильно». Премьера «Шахмарана» состоялась в январе 2023 года. И цифры превзошли все ожидания. Через 3 дня после выхода сериал набрал 17 миллионов часов просмотра по всему миру. 17 миллионов. Это значит, что люди из разных стран, говорящие на разных языках, смотрели историю, в которой играл парень из турецкой деревни Шили. География зрителей поражала. Латинская Америка, где турецкие сериалы традиционно популярны. Европа, где интерес к турецкому контенту растет с каждым годом. Ближний Восток, где Турция – культурный центр региона. Даже Азия и Северная Америка, где турецкое кино раньше было экзотикой. Имя Мерта Рамазана Демира стало узнаваемым за пределами Турции. Его страницы в социальных сетях наводнились комментариями на английском, испанском, арабском, португальском. Фанаты из Мексики, Бразилии, Саудовской Аравии писали о том, как полюбили его игру. Это было качественно другим уровнем славы. Одно дело быть звездой в своей стране. Совсем другое, когда тебя узнают на другом конце света. В одном из интервью Мерта спросили о его предпочтениях, что для него важнее — телевидение, интернет-платформы или кино. Он ответил без колебаний: «Кино — это то место, где я действительно хочу быть». За ним следует интернет-место, которое, как мне кажется, более свободно, и именно туда сейчас движется мир. Границы телевидения четкие и архаичные. Это сформулированное поле. Хоть я и снимаюсь на телевидении, меня больше интересует кино и интернет. Эти слова многое говорили о его амбициях. Он не собирался останавливаться на турецких сериалах, какими бы успешными они не были. Он смотрел дальше. Голливуд, европейское авторское кино, большие международные проекты. Все это было в зоне его интересов. Опыт работы режиссером над короткометражкой юности не прошел даром.
Мерт понимал кино не только как актер, но и как создатель. Он видел картину целиком, понимал, как работает визуальное повествование, как важен каждый кадр, каждый монтажный склей. «Кино занимает отдельное место в моем сердце», — признавался он. И это было не просто красивыми словами для интервью. Это была программа действий. Но пока карьера стремительно шла вверх, параллельно разворачивалась история, которая интересовала публику не меньше, а может быть и больше, чем его профессиональные достижения. История его отношений с Афрой Сарачиглу. История, которая превратилась в настоящую мыльную оперу, не уступающую по драматизму самому Зимородку. Потому что к тому моменту стало известно, Афра расстались с Муратом Езеджиоглу. Официально. Публично. И хотя она заявляла, что расставание было мирным и обоюдным, никто не верил в эту версию. Все знали, кто настоящая причина разрыва. Все видели, как Мерт и Афра смотрят друг на друга. И все ждали, когда же они перестанут скрывать очевидное. В киноиндустрии романы на съемочной площадке – обычное дело. Люди проводят вместе месяцы, играют влюбленных, целуются перед камерой, делятся эмоциями. Граница между игрой и реальностью стирается легко. Слишком легко. Мерт и Афра с самого начала работы над «Зимородком» демонстрировали ту химию, которую невозможно подделать. Их персонажи Ферид и Сейран проходили сложный путь от враждебности к любви. И эта эволюция отношений на экране словно отражала то, что происходило за кадром. Совместные фотографии в социальных сетях множились. Мерт и Афра в перерывах между съемками. На вечеринках съемочной группы. За кулисами премьерных показов. Они смеялись, обнимались, смотрели друг на друга так, как не смотрят просто коллеги. Фанаты строили теории. Анализировали каждый пост. Сравнивали даты публикации с датами последних появлений Афры с Муратом. Составляли таймлайны, как детективы в расследовании. И все больше склонялись к одному выводу: между Мертом и Афрой явно что-то есть. Но была проблема. Большая, болезненная проблема. Когда Афра и Мурат Езеджиоглу были вместе, они были одной из самых любимых пар турецкого шоу-бизнеса. Красивые, талантливые, успешные. Их совместные фото собирали сотни тысяч лайков. Их считали идеальными друг для друга. И вот эта идеальная пара вдруг объявила о расставании. Афра дала интервью, где с улыбкой говорила, что они остались друзьями, что решение было взвешенным и обоюдным, что никто никому не желает зла. Все правильно, все красиво, все дипломатично. Но публика не дура. Публика видела, что расставание совпало по времени с резким ростом близости между Афрой и Мертом. Видела, что Мурат хоть и молчал официально, в неофициальных беседах явно не скрывал своих чувств по поводу происходящего. И тут в дело вмешались друзья. Чем Билай. Близкий друг Мурата Езеджиоглу. Человек, который считал своим долгом защитить честь товарища. Когда он увидел, как Мерт ведет себя с Афрой и на публике, в социальных сетях, демонстративно он не выдержал. Произошла стычка. По некоторым данным, дело дошло до рукоприкладства. Чем набросился на Мерта, обвиняя его в том, что тот разрушил отношения друга, что вел себя неуважительно, что позволял себе слишком многое, пока Афра еще официально была с Муратом. Детали инцидента остались за кадром. Ни один из участников не давал официальных комментариев. Но слухи разлетелись по индустрии мгновенно. И картина сложилась четкая: Мерта Рамазана Демира начали называть разлучником. Это был серьезный удар по репутации. В турецком обществе, где семейные ценности играют огромную роль, быть тем, кто разрушил чужие отношения – это клеймо. Особенно в консервативных кругах. Фанаты разделились. Одни защищали Мерта, говоря, что любовь случается, что нельзя выбирать, в кого влюбишься, что Афра сама приняла решение расстаться с Муратом. Другие обвиняли его в цинизме, в использовании рабочих отношений для личных целей, в неуважении к чувствам коллеги. Афра пыталась гасить скандал. В интервью она повторяла,
что с мертвыми их связывает только работа и дружба. Что слухи о романе – это домыслы желтой прессы. Что люди видят то, что хотят видеть. Но ее слова разбивались о факты. Потому что в сети начали появляться доказательства, которые опровергали официальную версию. Видео. Мерт и Афра на яхте. Частная прогулка, которую кто-то снял на телефон издалека. Качество не идеальное, но достаточное, чтобы разглядеть, они обнимаются. Целуются. Ведут себя не как друзья, а как влюбленная пара. Видео разлетелось по интернету со скоростью света. Комментарии исчислялись десятками тысяч. Одни торжествовали: «Мы же говорили». «Мы знали». Другие возмущались: «Как они могли врать нам в лицо?» Мерт и Афра продолжали молчать. Никаких официальных подтверждений. Никаких опровержений. Стратегия молчания, которая только подливала масло в огонь. А потом желтая пресса подкинула новую сенсацию. Статьи о том, что пара рассталась. Что между ними произошла ссора. Что причиной стала измена Мерта. Фанаты забили тревогу. Форумы наполнились обсуждениями. Кто-то верил слухам. Кто-то считал их очередной уткой таблоидов. Но все хотели знать правду. Через некоторое время появились новые сообщения. Нет, они помирились, они снова вместе, ссора была мимолетной. Информация противоречила сама себе. Одно издание писало одно, другое прямо противоположное. И вот в этом водовороте слухов и спекуляций произошел эпизод, который многое прояснил. Август. 4:30 утра. Мерт выходит из заведения. И прямо у выхода его поджидают журналисты. Камеры. Диктофоны. Вопросы в лоб. «Мерт, это правда, что вы с Афрой вместе? Правда ли, что вы расстались? Что происходит?» Мерт явно не в настроении. Он выглядит уставшим. Может быть, выпил. Может быть, просто измотан бесконечным вниманием к своей личной жизни. Он останавливается, смотрит на журналистов и говорит: «Сегодня не тот день. Не задавайте мне вопросов этой ночью. Только так. Не пишите ничего сами». И уходит. Этот короткий ролик тоже оказался в сети. И снова волна обсуждений. Что он имел в виду? Сегодня не тот день, значит, в другие дни он готов говорить? Не пишите ничего сами, значит, журналисты придумывают факты. Ясности не прибавилось. Мерт и Афра продолжали хранить молчание об истинной природе их отношений. В одном из редких интервью, где Мерта спросили о его личной жизни в общих чертах, он все-таки приоткрыл завесу над своими взглядами на отношения. Не называя имен, не подтверждая слухов, но давая понять, какую женщину он ищет. «Она должна быть честной», — говорил он. «И спортивной. Это важно для меня. Я предпочитаю знакомиться вживую, а не через социальные сети. У меня был негативный опыт с онлайн-знакомствами. Они искажают реальность, создают ложные представления о человеке и его внешности». Эти слова были осторожными, выверенными. Но фанаты тут же начали сопоставлять. Афра занимается спортом. Да, регулярно. Она честная. Судя по интервью и отзывам коллег, да. Они познакомились вживую, на площадке. Конечно. Все сходилось. И это только укрепляло уверенность публики. Да, они вместе, просто не хотят это афишировать. Причины для такой скрытности были понятны. Скандал с Муратом еще не улегся. Часть публики до сих пор считала Мерта виновником разрыва, хотя Афра публично это опровергала. Официальное подтверждение романа могло вызвать новую волну критики, от которой пострадали бы оба. К тому же, в турецкой культуре есть понятие приватности личной жизни, особенно когда речь идет о серьезных отношениях.
Многие пары предпочитают держать свою личную жизнь за закрытыми дверями, подальше от камер и журналистов. Это не западная модель, где звезды выставляют отношения на показ с первого свидания. Но скрывать роман, когда ты одна из самых узнаваемых пар турецкого шоу-бизнеса, практически невозможно. Каждое их появление вместе фиксировалось. Каждая совместная фотография становилась доказательством. И постепенно общественное мнение начало меняться. Первоначальный скандал сменился принятием. Люди привыкли к мысли, что Мерт и Афра пара. Даже те, кто поначалу осуждал их, смягчились. Время лечит. А красивая история любви на съемочной площадке всегда трогает сердце. Мурат Языджаглу тоже двинулся дальше. У него появились новые проекты, новые роли. В интервью он уже не выглядел обиженным или расстроенным. Жизнь продолжалась для всех участников этой драмы. А Мерт и Афра продолжали работать вместе над «Зимородком». Их профессиональные отношения оставались безупречными. Химия на экране не исчезла, напротив, она стала еще более убедительной. Может быть, потому что теперь за ней стояли настоящие чувства. Их тандем стал легендарным. Критики писали о том, как естественно они смотрятся вместе, как органично развиваются их персонажи, как каждая их сцена наполнена подлинными эмоциями. «Зимородок» во многом держался на этой паре, на их способности создавать магию на экране. Афра стала его любимой партнершей по съемкам. Он сам признавался в интервью, что работать с ней особое удовольствие. Они понимали друг друга с полуслова. Знали привычки друг друга. Могли импровизировать в сценах, доверяя, что партнер подхватит и поддержит. Это было профессиональное родство душ. И, возможно, больше, чем профессиональное. Но пока таблоиды строили теории об их отношениях, карьера Мерта продолжала набирать обороты. 2024 год принес новые вызовы, новые проекты и новые рекордные гонорары. 25 августа 2024 года. Эта дата была отмечена в календарях миллионов поклонников «Зимородка» по всему миру. День, когда начались съемки второго сезона. Первый сезон установил планку невероятно высоко. Рейтинги били рекорды. Обсуждения в социальных сетях не утихали месяцами. Международное признание превратило локальный турецкий проект в глобальный феномен. И теперь на втором сезоне лежала огромная ответственность оправдать ожидания, не разочаровать, пойти дальше. Для Мерта это означало еще более глубокое погружение в персонажа Ферита. Если в первом сезоне его герой был преимущественно избалованным эгоистом, который постепенно открывал в себе способность любить, то второй сезон обещал показать его эволюцию. Более зрелого, более ответственного, но все еще сохраняющего ту дерзость и харизму, за которую его полюбили зрители. Сценарий усложнился. Появились новые сюжетные линии, новые конфликты, новые повороты. Это требовало от Мерта расширения актерского диапазона, новых эмоциональных регистров. И он справлялся. Режиссеры отмечали его рост. То, что год назад давалось с трудом, теперь получалось легко. Он научился управлять своими эмоциями перед камерой с хирургической точностью. Мог переключаться от комедийных сцен к драматическим за секунды. Мог выдавать нужную интенсивность чувств с первого дубля. Это был уже не начинающий актер, пробивающийся из массовки. Это был профессионал в расцвете сил и таланта. График съемок был убийственным. Иногда по 16 часов в день. Ранние подъемы, поздние отбои, постоянное напряжение. Но Мерт держался. Спортивное прошлое не прошло даром, он знал, что такое дисциплина и выносливость. Между дублями он уходил в трейлер, включал классическую музыку и медитировал. Это был его способ перезагрузки, возвращения к центру. Без этих моментов тишины, без этой внутренней работы он бы не выдержал темпа. Афра была рядом. На площадке они по-прежнему были безупречными профессионалами. Никаких публичных проявлений чувств во время работы.
только концентрация на сценах, на персонажах, на истории, которую они рассказывали. Но в перерывах, когда камеры выключались, между ними была та близость, которую невозможно спрятать. Взгляды, улыбки, тихие разговоры в сторонке. Съемочная группа давно знала, что между ними, и относилась к этому спокойно. Главное, работа не страдала. А она не страдала. Контракт Мерта на второй сезон был пересмотрен. 400 тысяч лир за эпизод – это была уже не просьба, а требование. И продюсеры согласились без долгих переговоров. Потому что знали, Зимородок без Мерта Рамазана Демира – это уже не Зимородок. Его лицо стало символом сериала. Его имя стояло первым в титрах. Маркетинговая кампания строилась вокруг него. Рекламные плакаты с его изображением висели по всему Стамбулу и в других крупных городах. Параллельно с съемками «Зимородка» пришло еще одно важное предложение. Компания Деймис, один из крупнейших производителей соков в Турции, хотела сделать Мерта лицом своего бренда. Переговоры велись несколько месяцев. Сумма контракта держалась в секрете, но инсайдеры говорили о цифрах с 6 нулями в долларах. Многомиллионный контракт для 25-летнего актера – это был показатель его рыночной стоимости. Съемки рекламного ролика прошли быстро. Мерт был профессионалом и понимал, чего хочет бренд. Образ здорового, успешного молодого человека, который заботится о себе. Улыбка, пара фраз о натуральности продукта и готово. Ролик вышел и моментально набрал миллионы просмотров. Не потому, что реклама была такой уж гениальной, а потому, что в ней снялся Мерт Рамазан Демир. Его имя продавало. Его лицо продавало. Все, к чему он прикасался, превращалось в золото. Деймис не прогадала. Продажи соков выросли в регионах, где Зимородок был особенно популярен. Маркетологи ликовали. Контракт был продлен. Недвижимость в Джихангире, где Мерт снимал квартиру, оказалась лишь началом. Появилась информация о покупке собственной недвижимости, хотя детали держались в тайне. В турецком обществе не принято афишировать богатство, это может вызвать зависть и негатив. Но факт оставался фактом. Парень из бедной семьи за несколько лет превратился в миллионера. И это был честный успех, заработанный талантом и непрерывным трудом. Международное признание продолжало расти. Шахмаран на Netflix показал, что Мерт может быть интересен не только турецкой аудитории. Начали приходить предложения от зарубежных продюсеров. Пока ничего конкретного, но интерес был. Фестивали и премии. Номинации на лучшую мужскую роль. Победы в народных голосованиях. Его имя звучало на церемониях награждения. Он выходил на сцену, получал статуэтки, говорил благодарственные речи. И каждый раз оставался скромным. Благодарил команду, режиссеров, партнеров. Говорил, что это успех не одного человека, а всех, кто работал над проектом. Эта скромность только добавляла ему очков в глазах публики. Интервью зарубежным изданиям начали появляться регулярно. Английский язык Мерта был далек от идеала, но он старался. Иногда использовал переводчика, иногда отвечал сам, запинаясь, но искренне. Журналисты спрашивали о планах на будущее. О мечтах. О том, видит ли он себя в Голливуде. «Кино – это моя страсть», – повторял он. «И я готов работать где угодно, если история меня зацепит. Неважно, Турция это, Голливуд или европейское авторское кино. Главное, чтобы роль была интересной». Эти слова были программой на будущее. Он не собирался останавливаться на достигнутом. «Зимородок» был триумфом, но не финалом карьеры. Это была лишь ступень к чему-то большему. Фан-база разрасталась в геометрической прогрессии. Фан-клубы появились в странах, о которых Мерт раньше только читал в учебниках географии. Аргентина, Чили, Мексика, Филиппины, Индонезия – везде были люди, которые следили за каждым его шагом. Социальные сети превратились в мощный инструмент коммуникации с аудиторией.
каждый его пост собирал сотни тысяч лайков за считанные минуты. Комментарии шли на десятках языков. Его фотографии становились мемами, цитаты расходились по аккаунтам. Но с ростом популярности росла и цена за нее. Приватность почти исчезла. Папарацци подстерегали у дома, у ресторанов, на улицах. Каждый выход становился потенциальной фотосессией, хочешь ты того или нет. Мерт учился жить в этой новой реальности. Носил кепки и солнцезащитные очки, пытаясь хоть как-то скрыть лицо. Менял маршруты, чтобы избежать скопления людей. Иногда это работало. Иногда нет. Но он не жаловался. Это была цена успеха, и он принимал ее. Потому что альтернатива вернуться в безвестность была неприемлема. Он прошел слишком долгий путь, чтобы теперь отступать. 2024 год подходил к концу. Второй сезон «Зимородка» успешно снимался. Контракты подписаны. Банковский счет рос. Слава достигла пика. И впереди был 2025 год. Год, который обещал новые вызовы, новые возможности и, возможно, новые драмы. Но прежде чем говорить о будущем, нужно было понять настоящее. Кто такой Мерт Рамазан Демир здесь и сейчас, в ноябре 2025 года? Что он собой представляет не как персонаж для таблоидов, а как реальный человек? 27 лет. Возраст, когда большинство людей только начинают понимать, чем хотят заниматься в жизни. Для Мерта Рамазана Демира это возраст, когда он уже достиг того, о чем многие не смеют даже мечтать. Ноябрь 2025 года. Стамбул встречает осень дождями и холодным ветром с Босфора. Но для турецкой киноиндустрии это горячий сезон. Съемки, премьеры, фестивали, награды. Второй сезон «Зимородка» идет полным ходом. Рейтинги стабильно высокие, хотя уже не показывают тот взрывной рост, что был с первым сезоном. Это нормально, эффект новизны прошел, аудитория стабилизировалась. Но цифры все равно впечатляют. Миллионы зрителей в Турции и за ее пределами каждую неделю ждут новую серию. Продюсеры уже начали разговоры о третьем сезоне. Контракт с Мертом обсуждается. Цифры растут. Теперь речь идет уже не о 400 тысячах лир, а еще больших суммах. Его агент ведет жесткие переговоры, зная, что без Мерта проект потеряет львиную долю аудитории. Но Мерт не спешит подписывать. Он задумывается. Зимородок дал ему все: славу, деньги, международное признание. Но он также забрал годы жизни. Изнуряющий график, постоянное давление, необходимость соответствовать ожиданиям. И вопрос: а что дальше? Он помнит свои слова о кино. О том, что хочет сниматься в полнометражных фильмах, работать с большими режиссерами, пробовать себя в разных жанрах. Сериал, каким бы успешным он ни был, это ограничение. Это один персонаж на годы. Это зона комфорта, из которой сложно выйти. Параллельно начали приходить предложения из-за рубежа. Пока ничего масштабного, речь не о Голливуде. Но европейские продюсеры проявляют интерес. Есть разговоры о совместных турецко-европейских проектах. Есть идеи о сериалах для международных платформ, где Мерт мог бы сыграть не только для турецкой аудитории. Netflix, увидев успех Шахмарана, хочет продолжения сотрудничества. Обсуждается несколько концепций. Одна из них – историческая драма, действие которой разворачивается в Османской империи. Роль султана или военачальника. Масштабная постановка, большой бюджет, международная команда. Это было бы серьезным шагом. Такие проекты делают актеров узнаваемыми по всему миру. Но это также риск: если проект провалится, репутация пострадает. Мерт взвешивает. Советуется с близкими. С Афрой, чье мнение для него важно. С агентом, который смотрит на все с точки зрения бизнеса. С режиссерами, с которыми работал раньше. Личная жизнь остается загадкой для публики.
Отношения с Афрой по-прежнему официально не подтверждены. Они продолжают политику молчания, хотя все давно все поняли. Недавние появления на публике только укрепляют уверенность, они вместе. В сентябре их видели в одном из элитных ресторанов Стамбула. Ужин на двоих, свечи, вино. Папарацци сделали фото издалека, качество так себе, но достаточное, чтобы опознать их. Фотографии разошлись по таблоидам мгновенно. В октябре совместный отпуск. Кто-то из отдыхающих засек их на одном из турецких курортов. Они гуляли по набережной, держась за руки. Человек снял короткое видео на телефон и выложил в соцсети. Опять взрыв обсуждений. Но официальных комментариев по-прежнему нет. Мерт и Афра молчат. Может быть, это стало их фишкой держать публику в напряжении. Может быть, они действительно хотят сохранить хоть что-то личное вне прожекторов. Скандал с Муратом давно забыт. Время залечило раны. Мурат нашел новую партнершу, появляется с ней на мероприятиях. Жизнь всех участников той драмы двинулась дальше. Никакой вражды, никаких публичных выпадов. Профессионализм и взрослость. Финансовое положение Мерта сейчас более чем стабильно. Помимо гонораров за сериал, есть рекламные контракты. Деймис продлили сотрудничество. Добавились бренды одежды, одна из турецких фэшн-компаний предложила стать их амбассадором. Есть разговоры о создании собственной линии одежды, но это пока на стадии обсуждения. Недвижимость. Помимо квартиры в Джихангире, он инвестировал в коммерческую недвижимость. Небольшое кафе в центре города, где он является совладельцем. Это не просто вложение денег, это подушка безопасности на будущее. Потому что Мерт понимает, актерская слава – вещь непостоянная. Сегодня ты на пике, завтра может появиться новое лицо, и публика переключится. Нужно быть умным, диверсифицировать доходы, создавать фундамент на долгую перспективу. Благотворительность тоже стала частью его жизни. Он не афиширует это, но помогает детским домам, спортивным программам для детей из бедных районов. Помнит, откуда пришел. Помнит, каково это расти без возможностей, которые сейчас кажутся само собой разумеющимися. Раз в год он приезжает в родную деревню Шили. Навестить семью, вспомнить корни. Там его встречают как героя, но он просит без помпы. Сидит с родителями на веранде, пьет чай, разговаривает о простых вещах. Эти моменты заземляют, возвращают к реальности. Родители гордятся. Конечно, гордятся. Их сын, который вырос в бедности, теперь звезда, известная по всему миру. Но они также беспокоятся. Видят, как он устает. Как слава давит. Как сложно жить под постоянным прицелом камер. «Береги себя», — говорит мать. Деньги и слава — это хорошо. Но здоровье важнее. Мерт кивает. Он знает. Он видел, как выгорают актеры, которые не умеют остановиться. Как карьера съедает их, не оставляя ничего личного. Он не хочет повторить их путь. Поэтому он продолжает заниматься спортом. Каждое утро, если позволяет график, тренировка. Футбол, бокс, плавание. Это не просто для формы. Это для ментального здоровья, для баланса, для выхода энергии. Питание по-прежнему под контролем. Никакого алкоголя во время съемок. Минимум сладкого. Много белка, овощей, чистой воды. Тело – его инструмент, и он за ним следит. Свободное время, когда оно есть, Мерт проводит по-разному. Иногда просто спит, догоняет часы, потерянные на съемках. Иногда смотрит фильмы, классику и новинки, изучает работу других актеров, учится у лучших. Он пересмотрел всю фильмографию Аль Пачино. Изучал Роберта Де Ниро, Дэниела Дэ-Льюиса, о актеров метода, которые полностью растворяются в ролях. Это его вдохновляет, показывает планку, к которой нужно стремиться. Турецкое кино тоже в его списке.
классические фильмы Йылмаза Гюнея, современные работы Нури Билге Джейлана. Он хочет понимать традиции кинематографа своей страны, чтобы быть ее достойным представителем. Книги. Он вернулся к чтению. После «Гамлета», который изменил его жизнь, Шекспир остался любимым автором. Но появились и другие: Достоевский, Кафка, турецкие классики. Литература питает актерское воображение, дает материал для размышлений о человеческой природе. Психологически он изменился. Стал более зрелым, более уверенным в себе. Годы назад, в массовке, он был полон сомнений. Сейчас он знает себе цену. Не в смысле звездной болезни, все, кто работает с ним, отмечают его скромность. Но в смысле профессиональной уверенности, он знает, что умеет хорошо. Целеустремленность никуда не делась. Если что-то задумал, будет идти до конца. Это качество провело его от массовки до главных ролей, и оно продолжает работать. Сейчас он задумался о режиссуре. Ни сейчас, ни в ближайшие годы. Но в перспективе, почему бы нет? Опыт съемки короткометражки остался с ним. Он помнит, как это стоять по другую сторону камеры. И ему это понравилось. Может быть, лет через 10, когда наиграется как актер, он попробует рассказать собственную историю как режиссер. Эмоциональность, о которой он говорил в интервью, тоже присутствует. Он не из тех, кто скрывает чувства. Может расплакаться над трогательной сценой в фильме. Может искренне обрадоваться успеху друга. Может разозлиться, когда видит несправедливость. Но при этом он не меланхоличен. Не погружается в депрессии. Даже в сложные моменты находит силы двигаться дальше. Это, возможно, тоже наследие спортивного прошлого, умение держать удар и продолжать игру. Отношения с коллегами ровные. Конфликтов на площадках нет. Режиссеры хвалят его за профессионализм. Партнеры по сцене говорят, что с ним легко работать, он всегда готов, всегда знает текст, всегда открыт к предложениям. Молодые актеры, те, кто сейчас только начинает, смотрят на него как на пример. Он для них доказательство, что можно пробиться из ниоткуда. Что происхождение не определяет судьбу. Что талант и труд все равно пробьют себе дорогу. Иногда к нему подходят на площадке статисты. Спрашивают совета. Он помнит себя на их месте в массовке, без имени, с одной только мечтой. И он всегда находит время поговорить, поддержать, дать надежду. «Не сдавайтесь», — говорит он. «Я стоял там, где вы, много лет. Казалось, что ничего не изменится. Но изменилось. Продолжайте работать, учиться, наблюдать. Ваш шанс придет». Эти слова не просто вежливость. Это искренняя вера в то, что путь возможен для каждого, кто готов его пройти. Ноябрь 2025. Мерт Рамазан Демир стоит на съемочной площадке «Зимородка». Перерыв между дублями. Он сидит в кресле, в костюме феррита, с чашкой кофе в руках. В наушниках играет Бетховен «9-я симфония», финал. Он закрывает глаза. Через 10 минут его снова вызовут на площадку. Снова придется стать ферритом, жить его эмоциями, говорить его словами. А пока он может просто быть собой. Мертвым. Парнем из деревни, который смог. И впереди еще столько всего. Столько ролей, которые он хочет сыграть. Столько историй, которые хочет рассказать. Столько мест, где хочет сниматься. Путь далек от завершения. Это только начало большой дороги. На правом плече Мерта вытатуирована фраза на турецком языке «Бай дуавер». В переводе «Будь чудом». Две простые слова, которые несут в себе целую философию жизни. Когда журналисты спрашивают о значении этой татуировки, Мерт отвечает уклончиво. Говорит, что это напоминание самому себе. О чем именно, не уточняет. Оставляет пространство для интерпретаций.
Можно предположить, что эта фраза связана с его путем. Он сам был чудом, мальчик из бедной семьи, ставший звездой. Каждый день его карьеры был маленьким чудом. Каждая роль, каждый контракт, каждый момент признания. Или это обращение к другим: будьте чудом для окружающих. Делайте то, что кажется невозможным. Превосходите ожидания. Меняйте мир вокруг себя просто фактом своего существования. А может, это молитва. Просьба к высшим силам, к судьбе, Вселенной: дай мне быть чудом, помоги совершить невозможное, не дай сломаться на этом пути. Какой бы ни была истинная интерпретация, фраза «будь чудом» стала своего рода мантрой для его фанатов. Они повторяют ее. Делают посты с этими словами. Некоторые даже набивают такие же татуировки в знак поддержки, в знак веры в то, что чудеса возможны. Но есть еще одна татуировка. Менее заметная, на ноге. Число 701. Эта татуировка окутана настоящей тайной. Мерт рассказал о ее значении только один раз в интервью для турецкого издания. И эта история оказалась на удивление личной. 701 – это номер комнаты отеля в Адане, объяснял он. Именно там я смог решить проблему, которая не давала мне покоя долгое время. Я решил эту проблему в том гостиничном номере. Я сказал себе: неужели я решал такой сложный вопрос в своей жизни в таком загадочном месте и таким странным образом? Что это была за проблема? Мерт не раскрывает. Может быть, личная драма. Может быть, профессиональный кризис. Может быть, экзистенциальный вопрос о смысле всего, что он делает. Аданау – крупный город на юге Турции. Ни туристическое место, ни культурная столица. Промышленный город, где проходят съемки многих турецких сериалов из-за дешевой аренды павильонов. Возможно, Мерт был там на съемках. Возможно, просто проездом. И в номере 701 какого-то безымянного отеля произошел прорыв. Осознание. Решение. Что-то, что было настолько важным для него, что он увековечил это место на своем теле. Татуировка как напоминание: даже в самых неожиданных местах, в самые странные моменты могут происходить важнейшие повороты жизни. Чудеса случаются не только на вершинах гор или в священных храмах. Они случаются в номере 701 обычного отеля. Есть ли у Мерта другие татуировки? Скорее всего, да. На фотографиях иногда видны краешки других изображений, которые он прикрывает одеждой. Но их значение остается загадкой. Может быть, со временем он расскажет. А может быть, оставит эти символы только для себя. Помимо татуировок, у Мерта есть ритуалы, которые стали частью его идентичности. Классическая музыка перед съемками – это не просто привычка. Это метод. Способ трансформации. Он надевает наушники, закрывает глаза и позволяет музыке перенести его в другое состояние сознания. Бетховен, когда нужна мощь и драма. Моцарт, когда нужна легкость и изящество. Чайковский, когда нужна глубокая эмоциональность. Он выбирает композитора в зависимости от настроения сцены, которую предстоит сыграть. Это работает. Режиссеры замечают разницу. После этого ритуала Мерт выходит на площадку уже в образе. Ему не нужно время на раскачку, на вхождение в персонажа. Он уже там, в мире Ферита или Эссе, или кого бы он ни играл. Спорт – другой его ритуал. Но это не просто поддержание формы. Это медитация в движении. Когда он бьет по боксерской груше, его голова очищается от мыслей. Когда плывет в бассейне, ритм дыхания успокаивает нервную систему. Когда играет в футбол с друзьями, он возвращается в детство, в то время, когда все было проще. Тело и разум связаны. Если тело в тонусе, разум работает лучше. Если тело устало и зажато, разум тоже затуманивается. Мерт это понимает инстинктивно. Поэтому спорт для него не опция, а необходимость.
Питание тоже часть ритуала. Не диета в обычном смысле, он не морит себя голодом, не отказывается от всего вкусного. Но есть принципы: чистая еда, минимум обработанных продуктов, баланс белков, жиров и углеводов. Перед важными съемками он становится особенно строг к себе. Никакого алкоголя, даже бокал вина за ужином. Никакой тяжелой еды на ночь. Достаточно воды, обезвоживание влияет на внешний вид, а камера все видит. Это дисциплина профессионала. Тело – его инструмент заработка. Лицо – его бренд. Все должно быть идеально. Сон – еще один важный элемент. 8 часов минимум, когда позволяет график. Он знает, что недосып накапливается, что усталость видна на экране, что в состоянии хронического недосыпа невозможно выдать хорошую игру. Поэтому в дни, когда нет съемок, он может проспать 12 часов подряд. Просто отключиться и дать телу восстановиться. Никаких будильников, никаких обязательств. Просто сон. Это тоже ритуал восстановления. А еще есть кино. Просмотр фильмов – это не развлечение для Мирта. Это учеба. Он смотрит с блокнотом, делает заметки. Обращает внимание на то, как актер подает эмоцию. Как использует паузы. Как работает с голосом. Он разбирает сцены покадрово. Смотрит, как выстроена мизансцена, как свет падает на лицо актера, как монтаж создает ритм. Это часть его профессионального роста, постоянное обучение через наблюдение. Особенно его привлекают актеры метода. Те, кто живет ролью не только на площадке, но и за ее пределами. Дэниел Дэй-Льюис, который остается в образе месяцами. Хоакин Феникс, который доводит себя до физического и психологического предела ради роли. Мерт понимает, что он работает в похожем ключе. Его феррит влияет на него и вне съемок. Это не такая крайность, как у Дэй-Льюиса, но близко. И его интересует, можно ли пойти еще дальше. Насколько глубоко можно погрузиться в персонажа, не потеряв себя самого. Это опасная игра. Некоторые актеры метода ломались психологически. Не могли выйти из образа. Страдали депрессиями после завершения съемок. Граница между собой и персонажем размывалась настолько, что они забывали, кто они на самом деле. Мерт это знает. Но его все равно тянет туда. Потому что именно на этой грани рождается настоящее искусство. Когда актер не играет, а живет. Психологический портрет Мирта Рамазана Демира сложен. С одной стороны, целеустремленность, граничащая с одержимостью. Когда он ставит цель, ничто не может его остановить. Эта черта провела его от массовки до главных ролей. С другой стороны, эмоциональность и чувствительность. Он не из тех, кто прячет чувства за маской. Может заплакать, может обрадоваться до детского восторга, может разозлиться до дрожи. Но при этом он не меланхоличен. Не погружается в долгие рефлексии и самокопание. Чувства приходят, выплескиваются и уходят. Он проживает их, а не застревает в них. Это здоровая эмоциональность. Она питает его игру, дает материал для ролей. Актер, который не чувствует глубоко, не может заставить чувствовать зрителя. Скромность – еще одна черта, которую отмечают все, кто с ним работает. Несмотря на славу и деньги, он не зазвездился. Здоровается с техниками на площадке. Запоминает имена ассистентов. Благодарит каждого, кто участвует в создании проекта. Это не наигранная скромность для камер. Это глубинная черта характера. Он помнит, откуда пришел. Помнит годы унижения в массовке, когда на него не обращали внимания. И не хочет, чтобы кто-то другой чувствовал себя невидимым рядом с ним. Вежливость и уважение – часть его системы ценностей. Мать с детства учила: неважно, кто перед тобой, богач или бедняк, всех нужно уважать. Эти слова остались с ним. И это окупается. Люди любят работать с Мертом.
Режиссеры знают, что с ним не будет капризов и скандалов. Съемочные группы ценят его профессионализм. Это репутация, которая стоит дороже любых гонораров. Отношение к деньгам у него здоровое. Он не скряга, но и не транжира. Помнит бедность детства, поэтому понимает ценность каждой заработанной лиры. Но при этом не живет в постоянном страхе потерять все. Инвестиции, недвижимость, диверсификация доходов – все это не жадность, а разумная предусмотрительность. Актерская карьера непредсказуема. Сегодня ты востребован, завтра может появиться новое лицо. Нужно обеспечить себе будущее. И он это делает. Спокойно, без паники, но последовательно. Отношения с семьей остаются теплыми. Он регулярно звонит родителям, навещает их, когда позволяет время. Помогает финансово не из чувства долга, а потому что хочет дать им ту жизнь, которой они никогда не имели. Его братья и сестры гордятся им. Но в то же время относятся как к обычному члену семьи. Дома он не звезда, он просто мерт. Старший брат, который когда-то играл с ними в футбол во дворе. Это заземляет. Напоминает, что вся слава временна. А семья остается навсегда. Если я хочу чем-то заниматься, даже если не уверен, что получится, я принимаю этот трудный путь и готов идти до конца. Эта фраза Мерта из одного интервью многое объясняет о его подходе к жизни. Это не безрассудство. Это осознанный выбор идти навстречу сложностям, а не обходить их. Большинство людей выбирают легкий путь. Безопасный. Предсказуемый. Мерт всегда выбирал сложный. Когда в 17 лет он решил стать актером, это был сложный путь. У него не было связей, денег, образования. Все было против. Логика подсказывала: займись чем-то реальным, спортом или обычной работой. Но он выбрал сложное. Когда ему предложили роль Феррита, персонажа, полностью противоположного ему самому, это был вызов. Можно было взять роль попроще, поближе к себе. Но он взял сложную. И справился. Эта философия принимать трудный путь и определяет все его решения. Продолжать ли «Зимородок» на 3-й сезон или рискнуть и уйти в кино? Безопасный вариант – продолжить сериал, гарантированные деньги, стабильность. Сложный вариант – попробовать кино, где все неизвестно. И, скорее всего, он выберет сложный. Потому что для него это не просто карьерная стратегия. Это образ жизни. Отношение к работе у Мерта граничит с перфекционизмом. Он всегда хочет сделать лучше. Даже если дубль получился хорошо, он думает, а можно ли еще лучше? Эта внутренняя планка постоянно поднимается. Режиссеры это ценят, но иногда приходится останавливать. Мерт, это отлично, мы берем этот дубль. А он, давайте еще раз, я чувствую, что могу точнее. Это не капризы звезды, это искренняя потребность довести до совершенства. Конечно, есть риск выгорания при таком подходе. Когда ты постоянно требуешь от себя максимума, рано или поздно ресурс исчерпывается. Мерт это понимает. Поэтому баланс работы и отдыха для него важен. В дни, когда нет съемок, он может позволить себе вообще ничего не делать. Просто лежать, смотреть в потолок, думать о жизни. Или не думать вообще. Просто быть. Это тоже навык умения отключаться. В мире, где все постоянно в движении, в суете, в погоне за чем-то, способность просто остановиться и ничего не делать — редкость. Свободное время, когда оно есть, Мерт использует по-разному. Иногда это активный отдых, футбол с друзьями, поход в горы, плавание в море. Иногда пассивный просмотр фильмов, чтение книг, сон. Он научился слушать свое тело и разум. Если тело просит движения, дает движение. Если просит покоя, дает покой. Это интуитивный подход, без жестких правил. Социальная жизнь существует, но она ограничена. Большие тусовки, вечеринки, светские мероприятия не его.
Он появляется на премьерах и официальных событиях, потому что это часть работы. Но по собственному желанию предпочитает маленькие компании. Несколько близких друзей, с которыми можно быть собой. Без масок, без необходимости играть звезду. Просто посидеть, поговорить о жизни, посмеяться над чем-то обычным. Эти люди знали его до славы. Они помнят того мерта, который стоял в массовке и мечтал о большем. Они не впечатлены его успехом, рады за него, но не преклоняются. И именно это делает их дружбу ценной. Мечты и амбиции у мерта остаются масштабными. Голливуд, да, это в планах. Не как самоцель, не ради галочки снялся в американском фильме, а ради возможности работать с лучшими, учиться у мастеров мирового уровня. Он понимает, что путь туда непрост. Турецким актерам сложно пробиться в Голливуд. Языковый барьер, культурные различия, жесткая конкуренция. Но если кто-то из нового поколения турецких актеров может это сделать, то почему не он? Европин артхаус синема – еще одно направление, которое его интересует. Фильмы Ларса фон Триера, братьев Дарден, Михаэля Ханеке. Сложное, неудобное кино, которое заставляет думать и чувствовать. Там актерская игра ценится выше спецэффектов и бюджетов. Режиссура остается в долгосрочных планах. Не сейчас он чувствует, что еще не готов. Нужно больше опыта как актеру, больше понимания, как устроено кино изнутри. Но когда-нибудь, лет через 10, он хочет снять свой фильм. История, которую он расскажет, уже зреет в голове. Что-то автобиографическое. О пути из бедности к успеху. Но не как история триумфа, а как исследование цены, которую приходится платить. Одиночество, потерь, жертв. Это будет честный фильм. Без прикрас, без голливудского хэппи-энда. Жизнь такова, какая она есть. И кино должно отражать эту правду. Личные цели выходят за рамки карьеры. Создать семью – это важно для него. Он вырос в большой семье, знает ценность этого. Хочет детей, хочет передать им то, что получил от родителей: любовь, поддержку, веру в возможности. Но пока карьера требует полной отдачи. Семья и актерство на пике славы плохо сочетаются. Постоянные разъезды, изнуряющие графики, отсутствие приватности. Это не та среда, в которой легко растить детей. Поэтому он ждет. Настанет время, когда карьера стабилизируется, когда можно будет позволить себе больше времени для личной жизни. Тогда и подумает о семье всерьез. Афра в его планах. Скорее всего, да. Хотя они не говорят об этом публично, все указывает на серьезность их отношений. Но опять же, пока оба на пике карьеры, личное отходит на второй план. Это осознанный выбор. Не у всех хватает силы воли так жестко расставлять приоритеты. Но Мерт из тех, кто может. Цель важнее комфорта. Зимородок изменил турецкую телевизионную индустрию. Это не преувеличение. До него турецкие сериалы следовали определенным формулам. Мелодрамы с предсказуемыми сюжетами, бедная девушка и богатый парень, злая свекровь, тайны прошлого. Работала десятилетиями, зачем менять? Зимородок взял эту формулу и поднял ее на новый уровень. Производственные ценности выросли. Операторская работа стала кинематографичной. Сценарий более изощренным. Актерская игра более нюансированной. И Мерт Рамазан Демир стал лицом этого изменения. Его Ферит был не просто богатым парнем из шаблона. Это был сложный, противоречивый персонаж с реальной эмоциональной дугой. Зрители видели разницу. И начали требовать такого же качества от других проектов. Продюсеры по всей Турции взяли курс на повышение планки. Больше денег в производство. Лучшие сценаристы. Талантливые режиссеры. Молодые актеры, способные на нечто большее, чем просто красивые лица. Зимородок доказал,
что турецкое телевидение может конкурировать с мировыми стандартами. Netflix, Amazon Prime, другие платформы начали активнее инвестировать в турецкий контент, потому что увидели потенциал. И в центре этой революции стоял 27-летний парень из деревни, который 10 лет назад играл в массовке. Влияние Мирта на моду тоже невозможно игнорировать. Костюмы Ферита, идеально сидящие костюмы тройки, дорогие часы, аксессуары задали новый стандарт мужской элегантности в Турции. Молодые мужчины начали одеваться иначе. Продажи классических костюмов выросли. Барбершопы заполнились клиентами, просящими, как у Ферита. Бренды одежды использовали кадры из «Зимородка» как эталон стиля. Это культурное влияние, которое выходит за рамки кино. Когда персонаж меняет то, как люди одеваются и ухаживают за собой, это уже феномен. Прическа Мирта, аккуратно уложенные волосы, легкая небрежность стала трендом. Парикмахеры получали заказы: «Сделайте мне, как у Мирта Рамазана Демира». Фотографии его с разных мероприятий служили референсами. Даже манера говорить Ферита, его интонации, паузы, способ подавать реплики стала объектом подражания. Молодые люди неосознанно копировали эти паттерны. Это говорит о силе влияния персонажа на массовое сознание. Для начинающих актеров Мерт стал вдохновением. Его история – доказательство того, что путь возможен. Не нужно быть из богатой семьи. Не нужно иметь связи в индустрии с рождения. Нужны талант, труд и упорство. Актерские школы в Турции заполнились новыми студентами после успеха «Зимородка». Многие из них прямо говорили: «Я хочу быть как Мерт Рамазан Демир». Преподаватели использовали его работу как пример качественной актерской игры. На форумах для начинающих актеров его путь разбирается по шагам. Как он пробивался из массовки? Какие решения принимал? Как готовился к ролям? Это стало учебником для тех, кто только начинает. Конечно, есть опасность в таком подражании. Не все понимают, что копировать внешние атрибуты успеха бессмысленно без внутренней работы. Мерт не стал успешным, потому что красиво одевался. Он стал успешным, потому что годами пахал, учился, совершенствовался. Но хотя бы направление задано. Молодые актеры видят, что это реально. Что если ты готов работать так же упорно, шанс есть. Фан-база Мерта – отдельный феномен. Миллионы людей по всему миру, для которых он не просто актер, а нечто большее. Символ, икона, объект восхищения. Фан-клубы существуют в десятках стран. Группы в социальных сетях, где люди обсуждают каждую его фотографию, каждое интервью, каждую новую серию. Это настоящее сообщество со своей культурой и правилами. В некоторых странах фанаты организуют встречи. Собираются вместе, чтобы посмотреть новую серию «Зимородка». Обсуждают сюжет, делятся впечатлениями. Для многих это стало формой социальной активности. Особенно активны латиноамериканские фанаты. В Мексике, Аргентине, Бразилии турецкие сериалы традиционно популярны. Но Мерт вызвал особый резонанс. Молодой, красивый, талантливый и идеальный объект для фандома. Там устраивают флешмобы в его поддержку. Хештеги с его именем попадают в тренды Twitter в латиноамериканском регионе. Фан-арт, рисунки, коллажи, видеоклипы и исчисляется тысячами работ. На Ближнем Востоке, в арабских странах, его популярность тоже высока. Турецкие сериалы с арабскими субтитрами собирают огромные аудитории. «Зимородок» стал хитом в Саудовской Аравии и Египте. Интересно, что в консервативных арабских обществах персонаж Ферита воспринимается неоднозначно. С одной стороны, его богатство и статус вызывают восхищение. С другой, его современные взгляды на отношения иногда конфликтуют с традиционными ценностями. Но именно эта неоднозначность делает персонажа интересным. Он не идеален, не является образцом во всем. Он живой человек со своими противоречиями. И это находит отклик.
В Европе фан-база меньше, но качественно другая. Здесь ценят актерское мастерство Мирта больше, чем его внешность. Европейские зрители привыкли к высокому качеству кино и сериалов, их сложнее впечатлить. Но Зимородок и Мирт справились. Критики в европейских изданиях писали о его игре положительно. Отмечали способность передавать сложные эмоции без слов, работу с микровыражениями, понимание камеры. Это признание профессионалов, которое значит больше, чем миллионы лайков в Instagram. Взаимодействие Мирта с фанатами осторожное. Он публикует в социальных сетях регулярно, но контролирует то, что показывает. Рабочие моменты, редкие личные фото, мотивирующие цитаты. Ничего слишком интимного. Он понимает границу между публичной фигурой и частным человеком. Фанаты получают доступ к первому, но второй остается защищенным. Это здоровый подход, который помогает сохранить ментальное здоровье. На комментарии он отвечает редко, слишком много их, физически невозможно. Но иногда лайкает посты фанатов, и для них это событие. Скриншоты «Мирт лайкнул мой пост» распространяются по фан-сообществам. Встречи с фанатами на официальных мероприятиях проходят тепло. Он старается уделить время каждому, кто подошел. Фото, автограф, пара слов. Люди уходят счастливыми, и это для него важно. Потому что он помнит себя 17-летним, мечтающим о встрече с любимым актером. Помнит, как это важно, когда твой кумир относится к тебе по-человечески, а не как к досадной помехе. Критика и противоречия неизбежны при таком уровне славы. Не все считают Мирта великим актером. Скандал с Нурселен Идис был лишь наиболее публичным проявлением скептицизма. Некоторые критики указывают на ограниченность его диапазона. Пока он сыграл в основном молодых, харизматичных персонажей. Ферит, эссе из НЛО, роли в Шахмаране – все это вариации определенного типажа. А как он справится с ролью пожилого человека? Или человека с физическими недостатками? Или персонажа из совершенно другой эпохи и культуры? Эти вопросы остаются без ответа. Справедливая критика. Мирту 27 лет, у него впереди десятилетие карьеры, чтобы доказать свою универсальность. Но пока его диапазон не проверен по-настоящему. Другое замечание касается выбора ролей. Некоторые считают, что он играет на безопасность. Выбирает проекты, которые гарантированно будут популярны, но не обязательно интересны с артистической точки зрения. Зимородок – коммерческий проект. Да, качественный, но все же рассчитанный на массовую аудиторию. Где роли в сложном, экспериментальном кино? Где риск? Это тоже справедливо. Но Мирт только в начале пути. Возможно, он сознательно сначала строит финансовую базу и имя, чтобы потом позволить себе эксперименты. Многие великие актеры проходили через коммерческие проекты в начале карьеры. А потом, когда могли себе позволить, переходили к артхаусу. Возможно, тот же путь ждет Мирта. Сильные стороны его таланта очевидны. Харизма, у него она есть от природы. Когда он появляется на экране, на него хочется смотреть. Это не техника, это данность. Эмоциональная доступность, он умеет показывать чувства убедительно. Когда Ферит страдает, зритель верит этому страданию. Когда радуется, он разделяет эту радость. Работа с камерой, он понимает, как создавать нужный эффект. Где нужен крупный план с едва заметными изменениями мимики. Где нужна экспрессия. Это знание приходит с опытом, и у него оно есть. Слабые стороны тоже присутствуют. Иногда в драматических сценах он уходит в переигрывание. Эмоция становится слишком явной, теряется тонкость. Хорошие режиссеры это ловят и корректируют, но навык самоконтроля еще не идеален. Голосовая работа – еще одна область для роста. Его голос хорош, но однообразен. Нет того разнообразия интонаций, которое есть у мастеров. Над этим можно работать с преподавателем по вокалу.
Физическая трансформация для ролей, пока он не проходил через это. Не набирал и не сбрасывал радикально вес. Не менял кардинально внешность. Это инструмент актера, который он еще не использовал. Но все это вопрос времени и желания развиваться. Потенциал роста огромен. Объективный взгляд на талант Мерта Рамазана Демира – это очень хороший актер с потенциалом стать великим. Пока он не великий, для этого нужно больше ролей, больше вызовов, больше доказательств универсальности. Но путь он выбрал правильный. Трудолюбие, профессионализм, готовность учиться – все это есть. Если он продолжит в том же духе, не остановится на достигнутом, не увязнет в зоне комфорта, у него все шансы войти в историю турецкого кино как один из великих. А может быть, и не только турецкого. 10 лет. От первого дня в массовке до главных ролей в проектах с миллионными бюджетами. 10 лет упорного труда, отказов, маленьких побед, больших прорывов. Ключевые моменты этого пути видны четко. Гамлет в 17 лет, точка невозврата, когда мечта стала целью. Годы в массовке, школа жизни и профессии. Роль Атеша в «Учителе» – первая настоящая возможность. Ферит в «Зимородке» – триумф. Каждый этап был необходим. Без массовки не было бы понимания индустрии изнутри. Без «Учителя» не было бы опыта главной роли. Без всего этого «Зимородок» не случился бы или Мерт не справился бы с вызовом. Препятствия на пути были серьезными. Бедность, которая ограничивала возможности. Отсутствие связей в индустрии. Годы неизвестности, когда казалось, что ничего не изменится. Критика от признанных актеров. Скандалы в личной жизни. Но каждое препятствие он преодолевал. Не обходил, не бежал, преодолевал. Бедность победил трудом. Связи создал сам, годами работая на площадках. Неизвестность пережил, не сдаваясь. Критику принял и продолжил доказывать талант. Скандалы переждал, сохраняя достоинство. Это и есть настоящий путь. Не сказка об одномоментном успехе, а реальная история с падениями и подъемами, с болью и радостью, с сомнениями и уверенностью. Достижения впечатляют. Главные роли в успешных сериалах. Миллионы фанатов по всему миру. Финансовая независимость. Признание коллег и критиков. Влияние на культуру и моду. Статус одной из главных звезд турецкого кино. И при всем этом сохранение себя. Мерт не стал другим человеком из-за славы. Основа характера осталась той же. Скромность, трудолюбие, уважение к людям. Это дорогого стоит. Потому что индустрия меняет людей. Слава и деньги развращают. Многие теряют себя в этом процессе, становятся карикатурами на звезд. Мерт пока устоял. Что дальше? Вопрос открытый. 3-й сезон «Зимородка» или переход к другим проектам? Продолжение карьеры в Турции или выход на международный уровень? Сериалы или кино? Варианты множатся. И это хорошо, значит, он востребован, значит, есть из чего выбирать. Вероятные направления развития видны. Международные проекты почти неизбежны при его уровне популярности. Netflix уже работал с ним, другие платформы тоже заинтересуются. Кино – логичный следующий шаг. «Зимородок» дал все, что мог дать сериал. Теперь нужны роли, которые покажут другие грани таланта. Фильмы позволяют это сделать лучше. Режиссура – долгосрочная перспектива. Не завтра, но рано или поздно. Опыт есть, интерес есть, понимание кино есть. Осталось набраться смелости и сделать шаг. Возможные проекты обсуждаются. Биографический фильм об одном из великих турецких актеров прошлого продюсеры прощупывали интерес Мерта. Криминальная драма для Amazon Prime на стадии переговоров. Историческая эпопея о падении Османской империи, амбициозный проект, который может стартовать через год.
Любой из этих проектов может стать новой вершиной. Или провалом, такова природа кино. Но Мерт готов рисковать. Потому что без риска нет движения вперед. Место в истории турецкого кино пока определяется. Слишком рано говорить о легендах и великих. Для этого нужна полная карьера, десятилетия работы, множество ролей. Но потенциал войти в эту историю с большой буквы есть. Если следующие 20 лет будут такими же продуктивными, как первые 10, если он не остановится в развитии, если продолжит выбирать интересные роли, его имя останется. Будущие поколения турецких актеров будут изучать его работу. Преподаватели в актерских школах будут разбирать его сцены. Критики будут писать статьи и книги, анализируя феномен Мерта Рамазана Демира. Но это все потенциальное будущее. Реальность создается сейчас, каждым выбором, каждой ролью, каждым днем работы. Уроки его истории универсальны. Происхождение не определяет судьбу. Бедность не приговор. Отсутствие связей не непреодолимое препятствие. Если есть талант, трудолюбие и упорство, путь возможен. Долгий, сложный, болезненный. Но возможен. Многие начинают этот путь. Единицы доходят до конца. Мерт дошел. И продолжает идти дальше. Для зрителей его история вдохновение. Доказательство, что мечты сбываются, если работать над их воплощением каждый день. Не ждать чуда, а создавать его своими руками. Для индустрии его история напоминание. О том, что нужно давать шансы талантам независимо от их происхождения. Что следующая звезда может прийти откуда угодно, даже из массовки. Для него самого эта история еще не закончена. Это не финальная точка, а промежуточная остановка. Место, где можно оглянуться назад, оценить пройденное, набраться сил и двинуться дальше. Потому что впереди столько всего. Столько ролей, которые он хочет сыграть. Столько историй, которые хочет рассказать. Столько границ, которые хочет преодолеть. Мерт Рамазан Демир стоит на пороге нового этапа карьеры. Позади массовка, первые роли, зимородок, триумф. Впереди неизвестность, полная возможностей. Он готов. К новым вызовам, к новым высотам, к новым падениям и подъемам. Потому что это его путь. Путь актера, который выбрал сложную дорогу и идет по ней до конца. От массовки до легенды. Путь продолжается. И никто не знает, где он закончится. Но все будут смотреть. История Мерта Рамазана Демира – это больше, чем биография одного актера. Это история о том, что возможно в 21 веке. О том, что социальные лифты еще работают. О том, что талант все еще пробивает себе дорогу. В мире, где часто кажется, что все решают деньги и связи, его путь – луч надежды. Доказательство, что если ты готов работать усерднее всех, если ты готов терпеть отказы и продолжать, если ты веришь в себя даже когда никто другой не верит, у тебя есть шанс. Мы проследили его путь от деревни Шили до вершин турецкого шоу-бизнеса. От безвестной массовки до главных ролей в проектах, которые смотрят миллионы. От бедности до финансовой независимости. От мечты к реальности. Но это не финал. Это промежуточная точка в долгой карьере, которая только начинается. Лучшие роли, возможно, еще впереди. Самые большие вызовы еще не приняты. Высшие достижения еще не покорены. И мы будем смотреть, как разворачивается эта история дальше. Потому что Мерт Рамазан Демир – это имя, которое останется с нами надолго. Если вам понравилась эта история, поддержите видео лайком. Если хотите узнать больше о других турецких актерах, их путях к успеху, их драмах и триумфах, подпишитесь на канал. А в комментариях напишите, какие еще секреты из жизни Мерта вы хотели бы узнать, что вас интересует больше всего: его будущие проекты, личная жизнь, профессиональные секреты. Делитесь своими мыслями. Ваше мнение важно.
До встречи в следующих видео. Впереди еще много историй, которые стоит рассказать.